Как вы смотрите на магазины без кассиров? В каких странах уже строят полностью автономные города? Где продукты на дом вам доставит робот? И где у граждан есть свой социальный рейтинг, от которого зависит льготы и даже процент по кредиту? Обо всем этом в нашем сегодняшнем выпуске об инновациях, которые переворачивают наш мир на голову. Бесконтактная покупка продуктов. Ничего удивительного, да, вы мне скажете. В Лондоне открылся магазин Amazon без продавцов и касс. Система работает просто. Предварительно вы устанавливаете приложение на свой мобильный телефон, на входе в магазин проходите быструю регистрацию с помощью специального кода, QR-код. А затем выбираете необходимые товары и складываете их в корзину. Видеокамеры и сканеры автоматически отслеживают ваши действия, и нужная сумма списывается с вашей банковской карты на выходе из торгового зала. А американская компания Walmart доставляет продукты не просто на дом, а прям в холодильник. Но чтобы воспользоваться этой услугой, нужно купить членство в программе InHome, которая стоит $20 в месяц. И комплект умных дверных замков еще за $50. Либо умные гаражные ворота, в зависимости от того, куда будет осуществляться доставка в гаражные ворота. Еду в гараж доставлять. Ну да, у американцев такая тема есть. Установка включена в стоимость. Умный замок с камерой крепится к существующему замку, не меняя его внешнего вида. Поэтому жильцам не приходится делать новые ключи, а курьер открывает дверь с помощью одноразового кода доступа, который активируется только в том случае, если камера зафиксирует его в униформе. Основатель компании Робомарт Али Ахмед запустил в США беспилотный магазин на колесах. Достаточно только скачать приложение и вызвать машину на нужный адрес. Покупка займет минимум времени. Идти никуда не нужно. Сканировать продукты тоже, и оплата будет списана автоматически с вашей банковской карты. Немножечко о биометрии. Оплата одним взглядом. X5 Retail Group, Сбер и Visa уже запустили сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания, к которому подключено более 50 супермаркетов Перекресток. Оплата взглядом занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской карты. Новый сервис пока что доступен только клиентам Сбербанка. Для того, чтобы воспользоваться новой технологией, необходимо выбрать пункт оплата одним взглядом в мобильном приложении Сбербанка и указать карту, с которой будет списываться средства при оплате по лицу. А на кассах самообслуживания после сканирования товаров нужно выбрать режим оплата одним взглядом. На пару секунд снять маску и посмотреть в камеру. Ни банковская карта, ни смартфон не понадобится. Биометрия становится стандартной функцией и скоро будет доступна миллионам людей по всей России. Также весной этого года оплату лицом обещает запустить и московский метрополитен на каждой станции. Лицо приложил так к воротцам. Воротца открылись. На каждой станции может появиться турникет с технологией Face Pay. Китай также активно развивает систему оплаты по лицу. Одна из самых известных баз Face имеет информацию о более миллиарде граждан. В китайских KFC эта система умеет не только принимать платежи, но еще и раздавать советы по меню, ориентируясь на внешний вид покупателя. Беспилотные автомобили, это уже вас не удивишь. Уже сейчас крупные мировые корпорации, такие как Google, Uber, GMC, Volkswagen, Volvo, работают над созданием автопилотов. Это приведет к тому, что к 2026 году каждый 10-й автомобиль в Соединенных Штатах будет ездить без помощи хозяина. Станет очень популярной система отслеживания состояния водителя, основанные на камерах и датчиках, обнаружив сонливость водителя и снижение его внимания посредством этого самого отслеживания. Отслеживать они будут зрачки, будут отслеживать поведение, и системы способны в режиме реального времени определить, не устал ли водитель, не отвлекается ли он от вождения, и в случае необходимости принять на себя функции управления. 3D технологии, 3D принтеры,
Вы, скорее всего, уже слышали про это очень много раз и, скорее всего, даже и пользовались этим. На 3D принтерах изготавливают предметы из самых разных материалов, это понятно. Но сейчас появляются 3D принтеры, которые делают еду, нанеся, например, шоколадный слой за слоем. Компания Local Motors в течение ближайших лет намерена наладить конвейерное производство автомобилей с помощью объемной печати. Я лично видел, как на 3D принтере напечатали яхту. У меня есть об этом видео на канале Smaps Education. Компания Mighty Buildings планирует возвести целый жилой комплекс в Калифорнии, напечатанный на 3D принтере. Он расположится в курортном городке Ранчо Мираж и займет примерно 20 тысяч квадратных метров. 15 отдельных домов, в каждом из которых будет 3 спальни и 2 ванные комнаты. Каждый будет оснащен системой контроля качества воздуха и воды, а также солнечными батареями. Площадь одного дома составит 134 квадратных метра, а на заднем дворе сделают бассейн и террасу. Проект будет реализован весной 2022 года. Его стоимость составляет $15 миллионов. Интересно, что в числе ее основателей несколько русских, и отдел разработки стартапа находится в России. 3D биопринтинг. Ученые также активно работают с биопринтерами. Это высокотехнологичный способ воссоздания тканей и органов любого живого существа. Для многих людей появилась надежда на пересадку конечностей и замену органов. Технология печати пока на стадии разработки, но достижения уже есть. Научным исследователям уже удалось воссоздать щитовидную железу мыши и успешно совершить пересадку, а также вырастить настоящее сердце, хоть и маленькое. Метод биопечати совпадает с принципами трехмерной печати. Делается высокоточный трехмерный рентген, создается цифровая модель органа, затем у пациента берут необходимую клетку и выращивают их в контролируемых условиях. А результатом всех этих действий является настоящий жизнеспособный орган. Ну, реально чудо. Главная задача отрасли — решение проблемы с острой нехваткой органов для трансплантации. И с каждым днем научный мир все ближе подходит к этому решению. Космический туризм. Частная компания Илона Маска, кто, если не Илон. SpaceX уже подписала контракт с 3 туристами, которые полетят в космос в этом году. Хотя на момент записи уже видео или просмотра видео уже будет куча других туристов. Американская компания также Virgin Galactic планирует начать туристические полеты в космос в 2022 году. Намерена ежегодно совершать около 400 суборбитальных полетов с количеством... Илон Маск поехал. Около 400 суборбитальных полетов с количеством запусков до 3 в день. Подготовка туристов к полету занимает от 6 месяцев до года. Стоимость полета на неделю составляет более 40 миллионов долларов. К слову, уже ведутся переговоры с НАСА и главой SpaceX Илоном Маском о съемках фильма на Международной космической станции в этом году с участием голливудского актера Тома Круза. Космические отели на орбите Земли и Луны. Туристические полеты на Луну станут делом частных компаний. Вероятно, первые такие туры будут возможны уже к концу нынешнего века. Умный парковщик. Компания Hikvision в начале 2017 года презентовала интеллектуальную систему для парковок. Она функционирует с помощью специального ПО и автоматизированных парковочных роботов, которые паркуют автомобиль за пару минут без человеческой помощи. Это происходит следующим образом. Водитель ставит автомобиль в специальную зону, где под машиной размещается робот. Выходит из машины и с помощью мобильного приложения и установленной на выходе сенсорной панели получает индивидуальный номер. Далее робот анализирует текущую ситуацию на парковке, находит свободное место и самостоятельно паркует автомобиль. Для того, чтобы забрать машину, водитель вводит полученный номер на сенсорной панели, и умный парковщик сам привозит автомобиль. А теперь самое интересное. Система рейтингов в Китае. В Китае с 1 января официально утвердили систему социального кредита. У каждого гражданина появился стартовый рейтинг в 1000 баллов. Теперь за каждое действие человека в обществе его либо наказывают, либо добавляют ему бонусы. Если рейтинг растет,
то ты образцовый гражданин и получаешь различные льготы, низкие ставки по кредиту и прочие плюшки от государства. При среднем рейтинге могут уволить с хорошей государственной должности. Рейтинг ниже 599 баллов – это уже черная метка, и вас не возьмут на работу даже таксистом. Не примут в хорошее образовательное учреждение, не выдадут кредит, не продадут билеты в общественный транспорт, ограничат доступ к интернету и многое другое. Даже общаться с такими людьми не будут люди с высоким рейтингом. За это система может отнять у них баллы. Общий показатель складывается из 3 сфер жизни человека. Государственной – это уплата налогов и счетов, погашение кредитов. Общественной – соблюдение ПДД, соблюдение норм рождаемости, честность в работе и образовании. Поведение в сети, культура общения с пользователями, надежность размещаемой информации и покупки в интернет-магазинах. Власти Китая работали над этой программой более 6 лет. Таким образом, Китай хочет построить идеальное общество законопослушных, вежливых и надежных во всех отношениях людей. Пишите, кстати, что вы думаете об этой системе. Согласились бы на такое? Woven City. Это можно перевести как сотканный город. Компания Toyota планирует в этом году начать строительство города будущего. Что там будет? Город будет полностью автономным и станет самым комфортным населенным пунктом страны. Вся инфраструктура будет связана единой экосистемой, работающей на водородных топливных элементах. Кто здесь будет жить? Здесь будут жить и работать ученые, которые займутся исследованием искусственного интеллекта, умными домами и робототехникой. Население будут составлять около 2000 человек. Квартира горожан, все будет устроено по последнему слову техники. Интеллектуальные системы защиты, оборудование для мониторинга состояния здоровья и потребностей жителей. Ну и, конечно, роботы, куда же без них. Робот-пылесос, который будет согласовывать график уборки с прибытием мусоровоза. Кухонный робот закажет доставку новых продуктов, а транспортная платформа привезет их со склада магазина. Город будет максимально экологичным. Большинство домов построят из дерева, крыши зданий покроют фотоэлектрическими панелями для выработки энергии. По всему городу будут зеленые насаждения и парки для отдыха. Никаких автомобилей и систем с ручным управлением. По дорогам будут ездить только беспилотники с нулевым уровнем выбросов. Друзья, пишите в комментариях, как вы смотрите на все эти инновации. Если вам понравилось данное видео, ставьте ему лайк, поделитесь с другом, любителям всего нового. Это помогает нашему каналу в развитии. И, конечно, если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь. Впереди много всего интересного.